Поздравляю вас, друзья, с днем рождения короля. Смешно. В этом году я вспомнила, что в этом году было бы суббота выходной, воскресенье выходной, День короля понедельник, сегодня выходной. Почему все зайцы ходят в оранжевом? Так вот потому, что фамилия у наших монархов оранжевая, мы все одеваем в этот день оранжевое. Давайте посмотрим, на сколько процентов сократилась продажа оранжевых элементов. Вот если сейчас мы говорим вот об этих кусках, вот то, что здесь, а раньше вся эта улица продавала это. Помнишь? Вся вот эта улица от вокзала. Ох, вот ведь выпала нам участь. Ну, я думаю, что да, не нужно объяснять дополнительно, почему этот цвет важен сегодня. Сегодня день рождения нашего короля Вильгельма Александра Оранского. 10 шапочка, а в то же время дезинфикаторы. Оранжевый цвет зайца. Как это снимается? Hello. Посмотрим, насколько прооранжевилась сегодня наша страна. Ну что, есть такие пятна. Да. Как это? Сейчас посмотрим в зеркало. Историческая справка. Действительно, это возникло только в конце 19 века. Да, конечно. Вот. Специально для того, чтобы консолидировать народ, нацию, правящую династию и подданных. Таким образом выбрали вот этот невинный день, день рождения тогда еще очень юной принцессы Вильгельмины, и от него уже начали это отмечать и оставили это как традицию. В принципе, в этот день к классическому нидерландскому триколору красно-бело-синему добавляется еще один. А мне синий кот. А у тебя ленточки и триколор голландский. И вот в этот день добавляется 4-й оранжевый цвет к нашему классическому триколору. Вот это. Да, вот он, Вильгельм Александр. Сейчас он на троне, поэтому у него здесь корона здесь. Это его жена, а это их старшая дочка, которая будет королевой, когда она подрастет. А вообще это вот вся их семья, начиная далеко-далеко, аж где-то в 14 веке ветка Нассау и ветка Оранье сплелись воедино. Но тогда они еще не были королями, ведь монархия здесь очень молодая, и начинается она вот здесь, вот на этой точке. Вильгельм I, II, III, IV. Поэтому наш король Вильгельм Александр Вильгельм IV. А у них, кстати, в роду есть вот эта вот дама. По-голландски ее зовут Анна Пауловна. А на самом деле она Анна Павловна. И фамилия у нее девичья Романова. Вышла она замуж за Вильгельма II. И, можно сказать, она прародительница вот этой вот нашей принцессы, будущей королевы. И она прародительница короля Вильгельма Александра. То есть здесь есть и кровь Оранских, и кровь Романовых в очень большой пропорции. Давай. А вообще день рождения началось отмечаться с Вильгельмины. Да, это она. Когда она еще была маленькой девочкой. Первая королева женщина, да, была как раз. 1 за 7, а 2 за 10. Все в оранжевом тогда. Мы отмечаем день рождения Вильгельма Александра Короля. Пока ни одного изображения нашего монарха не нашли, кроме вот этого на баночке конфет. Ну вот, теперь вы знаете, как выглядит юбиляр. Где все? Где все эти люди в оранжевых одеждах, которые тут бесновались? Вот здесь просто негде было яблоко упасть. Такое ощущение, что все монархисты сейчас уехали из города. Или они вообще живут в провинции. Ну, не чувствуется, что сегодня, 27 апреля, день рождения монарха. Все в оранжевом. Оранжевые волосы, оранжевые щеки, оранжевая мама, оранжевый верблюд.
первое упоминание о Нидерландах, которое мощно застряло в моем сознании, это было как раз история про День королевы еще тогда. И вот я помню, что одна моя знакомая с таким упоением рассказывала о восхитительном этом празднике, что мне захотелось как-нибудь сюда приехать именно в эту дату и посмотреть, что происходит. Я обалдел. Это серьезно. То есть такого праздника никогда в жизни не видел. И могу смело заверить, что это... Сейчас сделаем песню обязательно. Что это одно из, каких-то таких глобальных праздничных событий, не только для Голландии, не только для Нидерландов, а даже для всех соседних стран северо-западной Европы. В этот день такое количество съезжается людей сюда. Ни одной гостиницы нет свободного места. Ну и даже такой удивительный факт. Невозможно проехать по городу на велосипеде. То есть все превращается в огромный блошиный рынок. Это одна из очень интересных деталей. Вот обычно в таком формате праздник проходит. Можно прибарахлиться за бесценок. За 1 евро выбирай платье, кофту. Ik denk dat die witte blouse jou leuk staat. Ja, maar ik heb niks nodig. Oh, die heeft niks nodig. Nee, Maar nee, ja, wij dus ook niet. Dus ja. Да, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И то, о чем мы скучаем, сейчас я вам покажу. Вернемся назад. Лет этак на 5. тогда Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевые зайцы, оранжевый верблюд. Оранжевые мамы, оранжевым ребятам, оранжевые песни, оранжево поют. О! видно, что голландцы нация пьющая. На каждом углу сами себе наливают, сами выпивают. И даже замочек отметит тот день. Когда мы уже начали заливать это видео в YouTube, обнаружилось, что наше правительство не проводило время даром и бездействовало. И вот, с 11 мая открываются детские сады и школы, парикмахерские, салоны красоты, ресторанные кафе, общественный транспорт начинает регулярно двигаться. Но все это при соблюдении расстояния 1,5 метра. В кафе максимально 30 человек. Все открываются парикмахерские, зайцы, гаражи, магазины. Ну, в общем, как-то так, наперебой мы будем сообщать вам о послаблениях в режиме карантина. Дойдем до парка, прогуляемся немножко по Иордану. Уверен, там гораздо все должно быть оранжевее и хоть как-то веселей. В этом году не вызывает сомнения факт, что голландцы проведут свой летний отпуск внутри страны. Сейчас уже забронированы на много месяцев вперед все домики для отпусков, кемпинги. Они не испытывают недостатка в клиентуре. And maybe your personal feeling, how long it will be, this strange situation? I don't know. All the events are planned until September 1st. So Yeah, officialness, yes, I know, but that's very interesting that anyone has his own position. I don't know. I think this fall we will start up again. It's difficult to say. Depends on the weather, I think. Yeah, I hope so. Jullie zijn met z'n vieren, hè? Sorry? Ja, we zijn met z'n drieën. Dat gaat eentje door. Ja? Oké. Maar wel rekenschap met die 1,5 meter. 100% sowieso. Vooral ook op de velden. Dat gaan we doen. En niet dat onze huiven, maar we zijn momenteel wel met de actie bezig. Dus ze zijn aan het controleren. Ja. Nou, de boetes worden echt geschreven. Maar als er 1,5 meter tussen zit, dan is het prima, toch? Nee, als je met z'n drieën, 1,5 meter is prima.
z'n vieren mag helaas niet, dat is niet gedoogd. Dan moet je zeg maar even, hier 2 en daar 2 en een beetje iets van 2,5, 3 meter ertussen. Gaan we doen. Ja, doen. Jongens, С 1 июня 2020 года начинает полноценно работать общественный транспорт. Главное, чтобы было занято не больше 40% сидячих мест. Откроются средние школы, могут быть открыты кафе, рестораны, театры, кинотеатры, концертные залы, музеи с соблюдением дистанции в 1,5 метра. Для ресторанов, театров, кинотеатров и концертных холлов максимальное количество гостей не более 30 человек. С 1 июля 2020 года могут быть открыты кемпинги и парки отдыха. Для ресторанов, театров, кинотеатров количество гостей увеличится до 100 человек. Церкви, мечети, крематории и конгресс-холлы откроются с максимальным количеством посетителей в 100 человек. Оранжевые зайцы, оранжевые тучи, оранжевые зайцы, оранжевые все. Заяц, поздравляем зайца! С 15 июля откроются профессиональные училища. Обычно День короля для нас был такой день, когда мы даже отказывались от работы ради того, чтобы поучаствовать в празднике. Для того, чтобы отправиться по городу и насладиться всеми прелестями огромного блошиного рынка. Когда люди что-то продавали, из своей утвари, из одежды, игрушек прямо на мостовой. И для нас это было некое спасение, потому что игрушки мы покупали исключительно там, прошедшие 2 сезона. И более того, что я уже стала настолько голландцем, что я даже не покупала игрушки целый год для того, чтобы купить их сегодня, День короля. Потому что тогда они в 100 раз примерно дешевле, чем в магазине. Ну и вот. Самый популярный продукт. Do you know how long it will be this situation with Corona? Listen. Approximately 2 months, 3? 2 or 3? I think it could continue till end of September. End of September. Yes, I guess. Rest we don't know. Inshallah, I was saying, yes. Thank you very much. А тот пункт, который всех волнует больше всего, связанный с международными поездками. Международные перевозки пока не разрешены до новых сообщений. По словам премьер-министра Рютте, будет зависеть и от других стран. А вот и стакан с покупками. Маня хотела. Есть все-таки остатки как раз вот этого королевского разбазаривания. Ну что, заяц мазается? Нет, надо рассказать. В былые времена День короля был знаменателен тем, что в хорошую погоду, где-то примерно вот о сю пору, 4 часа дня, ни одного трезвого человека на улице невозможно было найти. Потому что начиналось все часов в 8 утра, постоянное выпивание, чин-чин. Да здравствует король, ранее боуван, как говорится. И еще постоянно была слышна музыка везде. Тунч, 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 пиво, 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 тунч, тунч. И от этого вот где-то примерно к этому вот времени уже была такая усталость просто от масс людей, которые в городе присутствовали, везде ходили туда-сюда. Сами уже люди уставали к этому времени, утомленные. И город был замусорен по колено.
И с 1 сентября запрет на проведение фестивалей крупных организованных мероприятий будет отменен, но правительство обязалось предоставить обновленную информацию до истечения этой даты. Ну и сауны, секс-клубы, казино, спортивные клубы могут быть вновь открыты. И контактные виды спорта также будут допущены. День короля в этом году получился вообще, с одной стороны, нетипичный. Нету толп туристов, нету толп приезжих. Но зато он получился настолько амстердамский, настолько районный, настолько уютный. Такой личностный очень праздник получился. Класс! Приезжайте в следующем году. Вот они, итоги дня. Я хочу пропеть оду амстердамцам еще раз, потому что этот День короля, он какой-то уникальный. Как они умеют создать небольшой праздник на ступеньке. Амстердам, он именно про это, про жизнь, праздник жизни. Она не должна состоять из сумасшедшего заливания в себя литров пива, а она может быть вот такой, тихой, спокойной, солнечной, приятной, с детьми, с друзьями. Очень по-амстердамски. Вот это и есть наш Амстердам. Сказала. И зайцы на свете Прекрасно живут. О, пошли. Ой, скорее, скорее. Свеженький хлоп. Все, долг выполнен. Вот и солнце посинело, зайцы в отпусти летят, что-то зайчиками блудят. Это что-то и где-то синеет зайцы. Зайцы ля-ля-ля. Ля-ля.